Апрель перегружен премьерами, и это даже не фигура речи. В этом месяце стриминги выкатывают десятки новинок, включая громкие продолжения, финальные сезоны, неожиданные эксперименты и парочку проектов, о которых вообще почти никто не слышал. Привет, киноманы, вы на канале Shadow Tavern. Сегодня я собрал список из самых обсуждаемых сериалов и расположил их по датам выхода. Лично я еще не успел посмотреть практически ничего из новинок, а потому опираться пришлось на трейлеры, синопсисы, ранние отклики и впечатления тех, кто уже оценил первые эпизоды. Это не рецензии и не разборы, пока что. Скорее короткий гайд, что ждать, почему именно эти тайтлы привлекают интерес и чем они могут завлечь до премьеры. Если вы уже что-то из этого посмотрели или планируете, дайте знать, мне правда интересно, какие проекты вас привлекают, а какие не дотягивают, особенно когда речь заходит о многосезонных историях. Но прежде чем мы перейдем к первому пункту, один очень важный момент. Напоминаю, что я перебираюсь на свой второй YouTube-канал. Причин этого решения много и подробнее расскажу у себя в ТГ. Если вам было со мной интересно, если вы хотите следить за моим творчеством и дальше, подписывайтесь. Ссылка будет ждать вас в описании и закрепленном комменте. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Netflix начинает месяц анимационного Devil May Cry, адаптации культовой игры о полудемоне Данте, сражающемся с нарастающей угрозой из преисподней. Мир игры не слишком заботится о логике, зато визуальный стиль и драйв на первом плане. И сериал это унаследовал. Анимацией занимается студио Мир, и это хороший знак. Картинка динамичная, выразительная, с той самой визуальной энергией, которая всегда была фишкой игры. В озвучке знакомые голоса, включая Тони Тодда и Кевина Конроя, последняя работа актера, известного как голос Бэтмена. Саундтрек тоже отметился, в нем даже новый трек Evanescence, который звучит в нужном месте и с нужным настроением, все выглядит так, как должно. Мрачно, стильно и громко. В тот же день, 3 апреля, на Netflix выходит «Пульс», первый англоязычный медицинский драматический сериал платформы. История начинается с урагана, накрывшего Майами. На фоне стихийного бедствия разворачиваются и личные, и профессиональные конфликты. В центре доктор Дэнни Симс, только что получившая повышение, и доктор Зандер Филлипс, ее предшественник и бывший партнер. Между ними напряжение, которое критики особенно активно обсуждают. Отзывы противоречивы. Одни хвалят динамику, эмоциональную амплитуду, другие считают, что сериал сразу берет на себя слишком многое. Но медицинские драмы часто на старте неровны, им нужно несколько эпизодов, чтобы встать на ноги. Тут действительно хорошая отправная точка. Кризис, смена ролей, внутренние противоречия. Если сценарий сделает акцент на персонажах, а не на зрелищности, сериал может зацепить. Blumhouse выпускает «Охотник за головами» — хоррор-экшен с Кевином Бейконом в главной роли. Он играет охотника за головами по имени Хаб Холлоран, которого убили, но потом он был возвращен к жизни лично сатаной. Теперь Хаб должен найти и вернуть обратно в ад сбежавших демонов. Сериал не скрывает своей абсурдности, в нем есть трэш, кровь, черный юмор и немного южной готики. Фирменная подача Blumhouse тоже на месте, а потому сюжет предсказуем. Но Бейкон, похоже, получил удовольствие от роли, и это вытягивает. Если хочется чего-то гротескного и сильного, это вполне хороший выбор. 5 апреля состоялась премьера «Лазаря» от Синитиро Ватанабе, автора «Ковбоя Бибопа». Сюжет разворачивается в будущем, где чудо-лекарство оказывается медленным ядом, и специальная группа ищет ученого, стоящего за всем этим. Сериал делает ставку на стиль и детали. За боевые сцены отвечает постановщик драк из Джона Уика Чад Стахельский, музыка первоклассная, анимация от Маппа, и она тоже соответствует ожиданиям, динамика, цвет, ритм, все на месте. Тот случай, когда крутая концепция идет в паре с качеством исполнения. Для жанра редкость, ожидания высоки, и, судя по текущим отзывам, не зря. 8 апреля возвращается рассказ «Служанки», финальный сезон после почти двухлетней паузы. Hulu выкладывает сразу 3 серии, остальное выйдет еженедельно. Для тех, кто следит за историей Джун с самого начала, это завершающая глава. В описаниях революция, надежда, сопротивление. В центре все тоже знакомое противостояние, а каждый персонаж движется к личной точке невозврата. Отзывы положительные, говорят, сериал выходит на финишную прямую уверенно. Сам я его дропнул еще где-то в 3-м сезоне, темп стал вязким, повторы утомляли, но, возможно, после выхода всех эпизодов вернусь и посмотрю уже все подряд, без пауз. 10 апреля. «Черное зеркало». После почти двухлетней тишины возвращается с 7-м сезоном. Самое обсуждаемое — прямое продолжение одной из самых популярных арок USS Callister. Да, снова тот самый цифровой ад, снова знакомый сеттинг, но теперь с продолжением. Чарли Брукер, как всегда, играет с ожиданиями зрителей, строит сезон так, чтобы тот сам комментировал себя. Внутренняя рефлексия, отсылки, мета-уровни, на бумаге звучит самовлюбленно, на деле пока что хвалят. Говорят, что сезон получился острее и злее. В центре тревоги, связанные с искусственным интеллектом, технологиями, слежки и медиа-средой. Прошлые сезоны, признаю, местами были длинными, странными, а местами атмосферными. 6-й сезон оказался одним из моих самых любимых. Если в этот раз получится удержать тон, не скатываясь в цинизм ради цинизма, может стать одним из лучших в подборке апреля.
В тот же день, 10 апреля, возвращаются «Хитрости». Новый сезон продолжает сюжетную линию после финала третьего, где отношения между Деборой и Авой снова изменились. Манипуляции, предательство, странное доверие – все это здесь снова в центре истории. Ава вернула себе место главного сценариста, но цена оказалась высокой. Сейчас сюжет сосредоточен на переходном этапе. Дебора начинает новую главу, а баланс сил между героинями снова смещается. Детали сюжета до премьеры не раскрывали, но репутация сериала все еще высока. Джин Смарт получает награды, сценарий продолжает метко переключаться между сатирой и моментами душевных терзаний. Если тенденция сохранится, впереди еще один сильный сезон. 13 апреля. Важная дата. Возвращаются «Одни из нас». Продолжение выходит через 2 года после первого сезона, который задал почти недосягаемую планку. И по адаптации игры, и по драме в целом. События стартуют примерно через 5 лет после первого. В центре снова Джоэл и Элли, которых играют Педро Паскаль и Белла Рамси. Но теперь история меняется. Структура становится более размытой, появляются новые герои и параллельные сюжетные линии. Критики пишут, что темп стал намного медленнее, а напряжение более равномерным. Это не плюс и не минус, просто другая интонация. Лично я жду с очень осторожным интересом. Первая часть оставила эмоциональный след, а вторая игра, как ее экранизация, непростая, с трудными решениями, болезненными моментами и сценами, которые тяжело забыть. Еще одна громкая премьера «Крестный отец Гарлема». Прошло 2 года с предыдущего сезона, и теперь история Бампи Джонсона продолжается. Сезон обещает усиление борьбы за власть. На улицах появляется Фрэнк Лукас, тот самый реальный преступник, который позже станет центральной фигурой американского гангстера. Сериал постепенно приближается к этой временной точке. Кроме криминальной линии усиливается политический и личный накал. Дочь Бампи вступает в ряды Черных Пантер, а движение за гражданские права набирает силу. В этом сила и сериала. Не просто в гангстерских разборках, а в попытке вплести их в исторический контекст. 16 апреля. Шерлок и дочь. Попытка переосмыслить классику. На этот раз Шерлок пожилой, усталый, но все еще острый на ум сыщик. И у него неожиданно обнаруживается дочь, американка по имени Амелия. В роли Холмса Дэвид Тьюлис, а Амелию играет Блу Хант. История завязана на их непростом союзе. Знакомство, общее дело, личная драма. События разворачиваются в викторианском Лондоне, хотя ритм сериала очевидно современный. Основной сюжет расследования, связанное со смертью матери Амелии. И, конечно же, где-то рядом Мориарти строит свои планы. Сериал явно легче по тону, чем, скажем, BBC-шный Шерлок. Скорее, детектив недели с эмоциональными вставками. Для тех, кто любит загадки без лишней мрачности, может подойти. 17 апреля. Закон и порядок. Организованная преступность. 5-й сезон несет с собой перемены. Сериал окончательно переезжает на сервис Peacock, а у оригинального канала остается только 2-часовой кроссовер. История продолжится с нового дела. Череда убийств и возможная связь с сетью торговли людьми. Эллиот Стейблер снова в центре событий. Оливия Бенсон появится в премьерном эпизоде, что, скорее всего, снова поднимет волну обсуждений их отношений. Сериал, к слову, всегда выглядел как проект на стыке, где-то между типовым ТВ-форматом расследований и более длинными арками стриминга, и пока неизвестно, как переход на стриминг скажется на структуре и темпе. 17 апреля. Самая счастливая семья США. Эта премьера почти незаметно проскользнула мимо радаров большинства обзоров. Но может оказаться интересной. Анимационная сатира про мусульманскую семью, живущую в пригороде Америки после потрясения 11 сентября. Семья Хусейнов доброжелательная, патриотичная, улыбающаяся, но на фоне постоянное напряжение. Их будто всегда оценивают, и это ощущение тихого давления – основа атмосферы. Авторы Рами Юсов и Пэм Брейди. Стиль – смесь абсурда и социальной иронии, местами карикатурный, но с четкой идеей. Премьера не раскручивалась так же активно, как у крупных тайтлов, но интерес в сообществе уже появился. На Rotten Tomatoes так и вовсе попал в топ весеннего списка ожиданий. Каньон Рэнсом выходит 18 апреля и предлагает классическую мелодраму, но с ковбойским акцентом. Основан на книгах Джоди Томас, действие разворачивается в небольшом техасском городке. В центре местное сообщество, переплетенное семейными спорами, незажившими ранами и сложными чувствами. Главный герой — замкнутый ранчер с прошлым, который сталкивается с возвращением старой любви. По атмосфере нечто между Virgin River и классическим ТВ-драмеди, но с более сильным западным фоном. Медленный темп, сильный акцент на эмоции и постепенное раскрытие героев и событий. Если есть настроение на неспешный сериал о любви и долге, стоит попробовать. «Черный снег» — мини-сериал, в основе которого старая тайна. В маленьком австралийском городке находят капсулу времени, которая неожиданно дает зацепку по делу об убийстве девушки в 90-х. Спустя 30 лет дело снова открывают. Главный следователь — персонаж Трэвиса Фиммела. Его приезд вызывает враждебность местных, ведь сообщество не горит желанием раскрывать то, что усердно прятало десятилетиями. Сериал работает в духе эдакого сельского нуара. Много молчания, напряжения и недосказанности. Важно и то, где все это происходит, в регионе Квинсленд,
Портленда с активным привлечением к съемкам коренных жителей. Критики отмечают атмосферу игру Фимела, хотя сюжет движется неравномерно. Тем не менее, если вы любите холодные медленные детективы, это один из самых интересных вариантов месяца. 20 апреля со вторым сезоном возвращается репетиция от Натана Филдера. И все еще невозможно точно объяснить, что это вообще за сериал. Частично реалити-шоу, часть абсурда, часть что-то личное, болезненно неловкое. В первом сезоне он устраивал людям тренировки по важным жизненным ситуациям, строя полноценные симуляции. Но в какой-то момент все перешло границы формата и начал раскрываться он сам. Во втором сезоне HBO тизерит проект как такой, который якобы касается всех. Подробностей нет. На экране снова макет, съемочные площадки, странная архитектура сцен. Это сериал, в котором ты вообще не понимаешь, что смотришь, и именно поэтому, кстати, он и цепляет. 22 апреля «Андер» второй сезон. Это, без сомнений, моя самая ожидаемая премьера апреля. Первый сезон стал редким случаем, когда я не просто пересмотрел сериал несколько раз, но и бесконтрольно поглощал весь фанатский контент по нему в просто неприличных количествах. От видеоэссе до теории все равно чувствовал, что этого мало. Второй сезон завершит историю. Заранее спланированный финал одной из самых сильных глав Star Wars. В отличие от других проектов франшизы, «Андер» с самого начала шел другим путем. Никакой магии силы, никакой ностальгии по оригиналу, только борьба, страх, внутреннее сопротивление и медленно нарастающая решимость. У второго сезона новая структура, 4 арки по 3 эпизода, каждый блок охватывает отдельный год. Мы увидим, как Кассиан становится тем самым разведчиком из «Изгоя 1», человеком, который готов пожертвовать всем ради идеи. Вернутся и знакомые персонажи Мон Мотма, Лютен, Со Геррера, надеюсь, и Кина Лой. Ожидания высокие, проект изначально хвалили за сценарий, подход, за отказ от упрощений. Если второй сезон выдержит планку, это будет не просто достойное завершение. Это будет очередное доказательство, что «Звездные войны» еще способны быть серьезными. 24 апреля «Этуаль» от создательницы «Девчонок Гилмор» и удивительной «Миссис Мейзел». На этот раз про балет. Действие происходит между Нью-Йорком и Парижем. Две балетные труппы обмениваются ведущими танцорами, пытаясь спасти себя от краха. В главных ролях Шарлотта Генсбург и Люк Кирби, плюс настоящие танцоры, что обещает достоверность эпизодов на сцене. Название «Этуаль» отсылает к высшему рангу во французской балетной иерархии, вершине, которой одни стремятся достичь, а другие боятся потерять. В основе не только искусство, но и столкновение культур, амбиций, характеров. Для тех, кто ценит внутреннюю драму и визуальную эстетику, это может стать неожиданно цепляющим проектом. И, наконец, 24 апреля, 5-й сезон «Ты». Сериал подходит к концу. Финальный сезон возвращает Джо Голдберга туда, где все начиналось, в Нью-Йорк. Только теперь он совсем другой. Женат, богат, с респектабельным образом, и все же это тот же Джо. На горизонте новая одержимость, и, как всегда, за внешней нормальностью скрывается очередная трещина рассудка. Только теперь это конец, финал сериала. Промо-материалы намекают на замыкающийся круг, флешбеки к первому сезону, отголоски старых преступлений, чувство, что все рушится, появятся ли выжившие из прошлых сезонов, ответит ли Джо за свои действия. Шоураннер Сара Гэмбл говорит о последней встрече Джо с самим собой, и не с тем образом, который он сам про себя придумал, а с настоящим собой, кем он был все это время и кем мы, зрители, его видели. Посмотрим, сдержит ли она обещание. Итак, каким же получился апрель? Слишком насыщенным, чтобы пройти мимо. Финальные сезоны, громкие возвращения, рискованные старты, почти незаметные дебюты. В этом месяце есть все. Эмоциональные драмы, странные комедии, камерные истории и проекты, которые идут сразу ва-банк. Некоторые сериалы уже входят в последнюю фазу. Рассказ «Служанки», «Ты» и «Андер». Каждая из этих историй завершает свой путь. Для тех, кто шел с ними до конца, это шанс получить хоть какую-то точку. Или хотя бы почувствовать, что движение не было напрасным. Другие, вроде «Черного зеркала» или «Одних из нас», делают шаг вперед, пытаются остаться собой, но в новых условиях. Получится ли, скоро узнаем. Я слежу за такими подборками уже давно. Иногда попадаются месяцы, когда сложно выбрать хоть один стоящий проект, и вы могли заметить, что порой анонсов от меня нет вовсе. Апрель не тот случай. Здесь слишком много интересного. Конечно, все сразу посмотреть не удастся, но в этом и плюс, большая часть останется и будет ждать, когда у вас найдется время. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями и нажимать на кнопки под плеером. И, конечно же, не забывайте, что я перебираюсь на свой второй канал, ссылки в описании в закрепленном комменте. Ссылки на мои соцсети также будут там. И до встречи в следующем выпуске. Пока!